Как повысить свою психологическую устойчивость и что это вообще такое? Давайте начнем с определения, потому что когда мы говорим о том, чтобы повысить, усилить какое-то качество, то хорошо бы разобраться, что мы вообще имеем под этим в виду. Устойчивость в принципе, что это такое? Да? Мы говорим, например, что это устойчивое здание. Что подразумевается? Подразумевается то, что, например, это здание способно сохраняться под воздействием сильного ветра или землетрясения, или еще чего-то. То есть какие-то внешние факторы не способны его сдвинуть с места, разрушить и так далее. Оно остается целым. И мы говорим, что это устойчивая конструкция, устойчивое здание. Что такое психологическая устойчивость? Это способность сохранять свои мысли под внешним воздействием. Сохранять и развивать, я бы так еще сказала, и генерить новые. Что значит мысли? Да, мысли это то, как вы воспринимаете себя, окружающий мир, других людей, какую-то конкретную ситуацию и так далее. То есть ваше мнение, то, что вы сотворили внутри себя, ваше восприятие. И вот возможность опираться на это, сохранять это под воздействием противоречивых внешних сил, это и есть психологическая устойчивость. Здесь важно не путать с ригидностью. Ригидность это когда я зацепилась за какую-то мысль и держусь за нее с защитной целью. Потому что если допустить, что я не права здесь или здесь, это разрушает меня. Это почему-то субъективно мне очень страшно и больно от этого. Да? И ригидность это еще раз всегда защита. А когда мы говорим об устойчивости, да, тогда мои восприятия, мои мысли, мои оценки, они исходят из моих ценностей, связаны с моими эмоциями, с моими чувствами и с моим телом. Да? То есть они, можно сказать, связаны с моим истинным я. И они дают мне опору. Давайте на примере посмотрим, как это происходит. Например, вот два человека есть. Да? У первого человека есть внутри мысль, мнение, что он хороший профессионал в своем деле. И это мнение такое устойчивое, да, оно у него сохраняется. Есть второй человек, у него мнение такое о своем профессионализме шаткое внутри, оно то есть, то нет, а вот кто-то написал, не знаю, плохой комментарий под его постом, уже мнение подшаталось и так далее, и оно вот такое очень-очень зыбенькое. И вот буквально ситуация, да, начинается война, и оба этих человека вынуждены эмигрировать в другую страну. В первом случае у человека, несмотря на внешние обстоятельства, смена страны, другой менталитет и так далее, да, то есть отсутствие какой-то базы и опоры и там, известности, например, в другой стране, вот все эти внешние факторы, эти ветра и землетрясения, они не разрушили его мнение о себе, да? Оно осталось: я классный профессионал. Что будет происходить дальше? Конечно же, со временем и достаточно быстро он выстроит в новой реальности для себя какие-то хорошие профессиональные условия, да, создаст. Вот у нас очень много кейсов наших психологов, которые в такой ситуации в новой стране, там, во многих странах Европы с нуля находили работу психологом по контракту в больших международных организациях и так далее, там, с нашим внутренним дипломом его подтверждали и прекрасно себя на сегодняшний день чувствуют. И это касается не только психологии, вот я вижу тоже сейчас в Испании живу, очень многие наши люди, да, пооткрывали там салоны красоты, еще что-то, какие-то магазинчики, в общем, да, не прошло там и 12 месяцев, как эта вот основа, да, это мнение о себе, оно проросло, да, в виде того, что человек смог реализовать себя заново в новых условиях. Второй наш человек, да, гипотетический, у кого это мнение внутри не такое устойчивое, скорее всего, под воздействием вот этих внешних сильных ветров, это мнение рассыпалось, и он оказался в состоянии ПТСР, посттравматического стресса, депрессии, провала, и, соответственно, очень-очень сложно как-то заново себя собрать. Вот вам пример психологической устойчивости и неустойчивости. И на самом деле в течение каждого дня мы проживаем очень много таких вот ситуаций, где мы либо можем сохранять
устойчивость своего мнения, еще раз, не только о себе, о ситуации, о другом человеке, о мире, либо не можем, да, и под воздействием мнений других людей, каких-то новостей, каких-то еще факторов мы начинаем подрассыпаться внутри, и, соответственно, это рождает состояние такого, знаете, сомнения, запутанности, а непонятно как это, хороший я специалист или нехороший я специалист, а могу я или не могу я, а может я вообще, так как я это вижу, это вообще неправильно, да, и вот человек попадает в такую зону постоянных сомнений, какой-то неопределенности, вот я не понимаю, как это, вот так это или так. Это очень часто люди приходят в терапию и, ну, например, говорят, вот в отношениях я не пойму, вот там мужчина хороший или нехороший, вот здесь вроде хороший, а здесь вроде нехороший, да? Или вот я не знаю, это там мое дело или не мое, вот здесь вроде мое, здесь вроде не мое. И вот это такая да, между миров, да, постоянное колебание, это невероятно энергозатратная позиция, и она крайне неустойчивая, она просто расшатывает всю систему. Откуда берет свое начало такая антиустойчивость психологическая? Ну, конечно, мы возвращаемся в детство, да, если смотрим корни, и это ситуация, когда ребенку, ну, очень авторитарно насаждали мнение. Это могло быть сознательно, это могло быть бессознательно, просто так вот в семье принято, да, что вот так и никак по-другому. И при этом не было пространства сформировать свое мнение. Ну, то есть его не спрашивали, а как ты думаешь, а как ты хочешь, а как ты считаешь и так далее. Вот так и никак по-другому, да, и у человека не было пространства, не было возможности как-то вот вообще подумать, а как я здесь хочу, а как мне нравится и так далее. И как раз вот во взрослом возрасте терапия – это то пространство, где появляется возможность это доформировать, потому что, ну, терапия по большей части это вопросы про то, а как вам сейчас, а нравится вам это, а как вы хотите, а как вы здесь думаете, а как вы по поводу этого считаете, да? И мы тем самым создаем возможность, да, человеку вот эту устойчивость наработать внутри. Второй момент, да, как формируется неустойчивость, это такие двойные послания родительские, да, когда, например, ребенок чувствует, что в семье какой-то конфликт, да, а родители говорят, не, у нас все прекрасно. Да? И у него такая, знаете, путаница возникает, вот он чувствует одно, а ему говорят другое. И вот это состояние, да, такой запутанности, я не понимаю, как это, оно внутри остается, и дальше во внешнем возрасте, во взрослом, извините, возрасте приводит вот к таким запросам клиентским про то, что, блин, ну не знаю, хорошие отношения или нехорошие, мой бизнес или не мой бизнес, мое дело, не мое дело, да, вот у человека постоянная запутанность внутри. Это вот как раз следствие таких вот детских, да, детского опыта такого. Каким образом, да, из этого выходить? Ну, первое, я уже сказала, это терапия, это, ну, или какая-то самотерапия, вот это вот опора на себя, а как мне? Да? Как я это чувствую, как я об этом думаю. И замечайте, да, вот эти, как внутри вас начинаются вот эти споры, да, вот возникает какое-то чувство, а потом вы говорите, а может это не так, да, и вот эти, да, внутри такие вот противоборствующие две установки, два мнения, которые друг друга как будто бы, да, уничтожают. И в итоге вы постоянно в этой внутренней войне, борьбе, сомнениях находитесь. Поэтому возврат к психологической устойчивости – это всегда верить своим чувствам, верить своим ощущениям. Давайте на ситуации посмотрим, опять же. Вот, например, у вас есть ощущение, да, какое-то подозрение, что у вас сотрудник, например, обманывает, да, руководитель, да, вот какой-то сотрудник, вам кажется, что он вас обманывает, вот если у вас какое-то вот неприятное чувство по поводу него, но доказательств нет. Появилось это чувство, а потом, да, ну вроде же нормальный, вот здесь хороший, вот здесь все сделал, и вот вы внутри в этом варитесь, как бы какая-то есть горошина, которая не дает вам расслабиться, а при этом, ну вот есть и другая сторона, да, и если вы для себя заметили, осознали, что вы вот в это идете, да, постоянно какие-то колебания, ваша задача себя оттуда вытащить. Каким образом? Смотрите, первый такой шаг, вы себе говорите, что мое чувство не врет, чувство не появляется на ровном месте.
Вот если появилась горошинка, какая-то мешающая, появилось какое-то сомнение, это не может быть на ровном месте. Но при этом это не всегда значит, что да, действительно сотрудник вас обманывает. То есть это не всегда про буквальную реальность. Но это всегда требует прояснения. Да? То есть самая худшая стратегия это оставить вот это чувство внутри и пытаться его так заглушить как-то, да не-не-не, да может мне показалось. Да. Я думаю, что вот сколько у вас жизненного опыта, вы знаете, что так не работает. Чем больше вы начинаете его заглушать, тем больше как-то внутри оно тоже гложет. И в общем такая, ну получается, еще раз, да, дырочка внутри, куда уходит ваша энергия. Поэтому еще раз, да, сказали себе, чувства не возникают на ровном месте, есть для него причина. Но эта причина не всегда буквальная, да, не всегда вот так, как вы думаете, что этот конкретно сотрудник обманывает. Что с этим делать? Да? Это может быть ваша проекция. Для того, чтобы проекцию снять, необходимо поговорить с человеком. Да? То есть напрямую поговорить про те подозрения, которые у вас есть, ну понятно, в какой-то там форме нормальной и так далее. И когда вы проговариваете с человеком, проекции уходят. Если это проекция, вы почувствуете после разговора облегчение. Можете не почувствовать, может не станет яснее. Тогда вы задаете себе вопрос, хорошо, как еще прояснить? Можно обсудить это с психологом. Можно, например, поставить, сделать какую-то проверку вот фактически работы этого сотрудника, где будет понятно, все-таки он обманывает, не обманывает и так далее. Да? Но в любом случае ваша задача прояснить для себя, да? Чтобы у вас состояние внутри было ясности, а не запутанности. Ясность – это психологическая устойчивость, запутанность – это антиустойчивость.